Всем привет! Вот и вышла вторая часть детского панно. Первую часть вы можете найти в описании под этим видео. Я добавлю ссылку. Ну а мы приступим вязать дальше. В первой части мы закончили вязать 26 ряд. Значит, сейчас нам нужно провязать 27 ряд. И вяжем таким образом: 11 столбиков серым цветом, 24 белым цветом и 11 столбиков серым цветом. Начинаем. Так, воздушную петлю я уже сделала, и начинаем с самой первой петли. Вяжем 11 столбиков без накида серым цветом. 11 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на белый. Итак, не довязала до конца 11 столбик, меняем цвет на белый. Поменяли, ниточку серого цвета оставляем. И вяжем дальше 24 столбика белым цветом, 24 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на серый. И давайте провяжем сейчас самостоятельно. 24 столбик я не довязала до конца, меняем цвет на серый. Так. И дальше вяжем 11 столбиков без накида серым цветом. Давайте довяжем самостоятельно. Дальше мы будем вязать 28 ряд. Нам нужно провязать 9 столбиков серым цветом. И смотрите, в этом ряду нам нужно будет провязать 2 столбика черным цветом, но я вязать не буду носик. Я лучше потом просто его вышью. А сейчас буду просто вязать белым цветом там, где должен быть черный цвет. Значит, вяжем 9 столбиков серым цветом, 28 столбиков белым цветом и 9 столбиков серым цветом. И давайте начнем. Не забывайте в начале ряда делать одну воздушную петлю. Разворачиваем вязание и начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем 9 столбиков без накида серым цветом. 9 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на белый. Итак, 9 столбик не довязываем до конца. Берем ниточку белого цвета и меняем цвет. Ниточка серого цвета должна у нас оставаться на изнаночной стороне. И дальше вяжем 28 столбиков без накида белым цветом. И давайте сейчас самостоятельно провяжем полностью до конца ряда, то есть вяжем 28 столбиков белым цветом, 28 столбик не довязываем до конца, меняем цвет на серый и провязываем 9 серым. Провязали 28 ряд, сейчас будем вязать 29, смотрим по схеме. Здесь нам нужно будет провязать 8 столбиков без накида серым цветом, 30 белым цветом и 8 серым цветом. Давайте приступим к вязанию. В этих рядах вообще ничего сложного нету, здесь просто вяжем, просто меняем цвет, ниточку даже за собой не тянем, то есть все проще простого. И давайте провяжем этот ряд также полностью самостоятельно. Довязали 29 ряд до конца, сейчас будем вязать 30 ряд. В 30 ряду нам нужно провязать 6 столбиков серым цветом, 34 столбика белым цветом и 6 столбиков серым цветом. Начнем вязание. В изнаночных рядах тоже несложно вязать. Здесь один маленький нюанс, только что нужно оставить рабочую нить, когда вы меняете цвет, на изнаночной стороне. А так вяжем точно так же, как и лицевой ряд. И давайте этот ряд также сейчас провяжем
полностью самостоятельно. 6 серым цветом, 34 белым и 6 серым цветом. Ниточку оставляем на изнаночной стороне, меняем цвет. И вяжем дальше. Довязали 30 ряд, далее будем вязать 31. Вяжем 5 столбиков серым цветом, 36 столбиков белым цветом и 5 серым цветом. Приступаем к вязанию. Здесь также ничего сложного нету. Начинаем вязать. И давайте этот ряд также мы провяжем самостоятельно. Далее мы будем вязать уже 32 ряд. В 32 ряду мы уже видим здесь рыжий цвет. Вот видим и здесь. Вяжем таким образом 4 серым цветом, 1 рыжим, 17 белым, 2 рыжим, 17 белым, 1 рыжим и 4 серым. Давайте начнем вязать. С самой первой петли. 4 столбик без накида, не довязываем до конца, будем менять цвет на рыжий. Берем ниточку и заправляем ее. Кончик нити оставляем на изнаночной стороне. Вяжем 1 столбик без накида рыжим цветом, не довязываем его до конца, меняем цвет на белый. Ниточку рыжего цвета мы здесь уже будем тянуть за собой, потому что нам она еще понадобится в 2 местах. И вяжем 17 столбиков белым цветом. 17 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на рыжий. Не довязали 17 столбик, далее меняем цвет на рыжий. Здесь мы также все подтягиваем, все разравниваем, чтобы у нас ничего нигде не торчало. И дальше вяжем 2 столбика рыжим цветом. Второй столбик не довязываем до конца, меняем цвет на белый. Так, и вяжем 17 столбиков без накида белым цветом. Ниточку рыжего цвета тянем за собой. Не довязали до конца также 17 столбик белым цветом. И далее меняем цвет на рыжий. Не забываем все подтягивать. Меняем цвет на рыжий, и нам нужно провязать рыжим цветом 1 столбик без накида. Его также мы не довязываем до конца. Меняем цвет на серый. Поменяли и вяжем 4 столбика без накида. Довязали, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И дальше будем вязать 33 ряд. И смотрите, здесь уже немножко торчит рыжая ниточка, что спрятана внутри, но это не критично, оно по-любому так будет. И давайте посмотрим по схеме, как же вязать 33 ряд. Вяжем 3 столбика серым цветом, 4 рыжим, 15 белым, 2 рыжим цветом, 15 белым, 4 рыжим и 3 серым. И давайте вязать. Вяжем 3 столбика серым цветом, 3 столбик не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий.
Меняем цвет. Вяжем 4 рыжим цветом. Четвертый столбик также не довязываем до конца, будем менять цвет на белый. Четыре. Меняем цвет. Дальше вяжем 15 столбиков белым цветом. Ниточку рыжего цвета тянем за собой. Она у нас должна лежать внутри вязания, внутри столбиков без накида. И вы уже знаете, сколько вязать столбиков, поэтому давайте этот ряд провяжем самостоятельно. Довязали 33 ряд, далее будем вязать 34. Смотрим по схеме. Нам нужно провязать 5 столбиков серым цветом, 3 рыжим, 13 белым цветом, 4 рыжим, 13 белым, 3 рыжим и 5 серым цветом. Начинаем вязать. Не забывайте, что в начале ряда всегда делаем воздушную петлю. Пятый не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Ниточку серого цвета держим на изнаночной стороне. Далее вяжем 3 столбика рыжим цветом. Третий столбик не довязываем до конца, меняем цвет на белый. И вяжем 13 столбиков белым цветом. Ниточку рыжего цвета тянем за собой. Здесь 13 столбик не довязываем до конца, меняем нить на рыжий и вяжем далее. И давайте этот ряд также самостоятельно довяжем до конца. Я думаю, вы уже научились менять цвета, поэтому вяжем самостоятельно. Довязали до конца 34 ряд, далее будем вязать 35 ряд. Вяжем 6 столбиков серым цветом, 3 рыжим, 11 белым, 6 рыжим, 11 белым, 3 рыжим и 6 серым. Давайте начнем вязать. Шестой столбик не довязываем до конца, будем менять цвет на рыжий. Так, меняем цвет. Провязываем 3 столбика без накида рыжим цветом. Третий столбик не довязываем до конца, меняем цвет. Меняем цвет на белый. И вяжем 11 столбиков белым цветом. Также ниточку рыжего цвета тянем за собой. Она у нас должна лежать внутри вязания. И этот ряд также давайте провяжем самостоятельно до конца. Провязали 35 ряд, и вот какое уже у нас получается панно. Далее будем вязать 36 ряд. Вяжем 7 столбиков серым цветом, 3 рыжим, 10 белым, 6 рыжим. И дальше также все повторяется. 10 белым, 3 рыжим и 7 серым цветом. И приступаем к вязанию. Начинаем с самой первой петли. Вяжем 7 столбиков серым цветом. Седьмой столбик не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Меняем цвет. Нити уже снова запутались. Итак, вяжем 3 столбика без накида рыжим цветом. Третий столбик не довязываем до конца, меняем цвет.
Меняем цвет и вяжем 10 столбиков белым цветом. Нить рыжего цвета тянем за собой. И давайте также и этот ряд довяжем до конца самостоятельно. Довязали 36 ряд, далее будем вязать 37 ряд. Вяжем 7 столбиков без накида серым цветом, 3 рыжим, 9 белым, 8 рыжим цветом, 9 белым, 3 рыжим и 7 серым цветом. И давайте начнем вязать воздушную петлю. Здесь я уже сделала, и начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем 7 столбиков без накида серым цветом. Седьмой столбик без накида также не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий. Меняем цвет. Вяжем 3 столбика без накида рыжим цветом. Третий столбик мы не довязываем до конца, меняем цвет на белый. Поменяли. Далее вяжем 9 столбиков без накида белым цветом. Нить рыжего цвета также тянем за собой. Девятый столбик не довязываем до конца, меняем цвет на рыжий и так далее. Дальше 8 столбиков рыжим цветом, а далее все повторяется. И давайте также провяжем этот ряд до конца самостоятельно. Далее будем вязать 38 ряд. 38 ряд это последний ряд, где нам нужен белый цвет. И вяжем таким образом: 8 серым цветом, 3 рыжим, 6 белым, 12 рыжим цветом, 6 белым, 3 рыжим и 8 серым цветом. И давайте вязать. Разворачиваем вязание. Начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем 8 столбиков без накида серым цветом. 8 столбик без накида не довязываем до конца. Будем менять цвет на рыжий. Меняем цвет. Провязываем 3 столбика без накида рыжим цветом. Третий столбик также не довязываем до конца, меняем цвет на белый. Меняем цвет. И вяжем 6 столбиков без накида белым цветом. Ниточку рыжего цвета тянем за собой. Шестой столбик без накида не довязываем до конца белым цветом. Меняем цвет на рыжий. Так, меняем цвет. Рыжую ниточку подтягиваем, выравниваем. И дальше вяжем 12 столбиков без накида рыжим цветом. Ниточку белого цвета тянем за собой. Она у нас лежит внутри вязания. И давайте этот ряд также довяжем самостоятельно. Довязали 38 ряд. Сейчас нам нужно отрезать белую нить, чтобы она нам уже не мешала. В принципе, она уже нам не нужна. Потом мы все эти нити, которые торчат на изнаночной стороне, мы спрячем. Дальше вяжем 39 ряд. Вяжем 8 столбиков серым цветом, 30 столбиков рыжим цветом и 8 столбиков серым цветом. И как видите, здесь у нас 3 ряда повторяются: 39, 40 и 41 ряд. Поэтому эти все ряды мы провяжем самостоятельно, без изменений.
И смотрите, 3 ряда, которые без изменений, я уже провязала. Дальше мы будем вязать 42 ряд. Так, сейчас я сразу же напишу, какое количество столбиков нам нужно провязать рыжим цветом. И сейчас мы также самостоятельно провяжем 4 ряда. Это 42, 43, 44 и 45 ряд. Здесь нам нужно просто в каждом ряду серым цветом по бокам провязать на 1 столбик больше. То есть нам нужно провязать в 42 ряду 9 столбиков серым цветом по бокам, в 43 10, в 44 11, в 45 12 столбиков. Это серым цветом по бокам. Ну а там, где мы будем вязать рыжим цветом, соответственно, количество столбиков в каждом ряду будет уменьшаться на 2, по одному по бокам. Итак, довязала я 45 ряд до конца, и вот что у нас уже получилось. Давайте посмотрим по схеме, что у нас в 46 ряду. Итак, в 46 ряду серым цветом мы будем вязать на 2 столбика больше с одной и другой стороны. Значит, мы вяжем 14 столбиков без накида серым цветом, 18 рыжим и 14 серым цветом. Это в 46 ряду. Когда мы довяжем 46 ряд, начнем вязать 47 ряд. В 47 ряду мы вяжем 16 столбиков серым цветом, 14 рыжим и 16 серым цветом. И давайте оставшиеся 2 ряда, где нам нужно провязать рыжий цвет, провяжем также самостоятельно. И давайте, когда мы провяжем 46 и 47 ряд, мы с вами встретимся. 47 ряд я довязала до конца. И смотрите, здесь уже нам не нужен рыжий цвет, поэтому мы его отрезаем, а вяжем дальше полностью вот эту часть серым цветом. Нам нужно провязать 9 рядов по 46 столбиков без накида серым цветом. Рыжую ниточку мы отрезаем. И смотрите, здесь нам тоже нужно отрезать еще и серую ниточку. Поэтому берем и отрезаем. И продолжаем вязать только одной нитью. Довязала я наше панно до конца и уже начала вязать детальки, на которых будет висеть панно. То есть я эту детальку соединю вместе, и вот сюда будет засовываться палочка. Эта деталь у нас состоит из 10 рядов по 7 столбиков без накида в каждом ряду. Одну детальку я уже довязала. Оставляю нить подлиннее, потом этой нитью буду сшивать эту детальку. Затягиваем. Итак, отсчитываем от последнего столбика 6 петель. И с 7 петли начинаем вязать. Заправляем нить, набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Их мы будем считать за один столбик без накида. И далее вяжем еще 6 столбиков без накида. И всего получается 7 столбиков без накида. Ниточку, кончик нити мы прячем по ходу вязания. Так, далее делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание самой первой петли, начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду также 7 столбиков без накида. И всего нам нужно 10 рядов. Вы можете вязать столько рядов, сколько вам хватит, чтобы обхватить палочку и на нее повесить наше панно. То есть у вас может быть палочка тоньше, поэтому и рядов, соответственно, будет меньше. Либо же наоборот. И каждую детальку мы будем вязать, отступать от предыдущей 6 петель и начинать дальше вязать следующую деталь. И так получится, что мы задействуем все петли нашего панно. У нас должно получиться 4 таких деталек. И давайте провяжем самостоятельно. 4 детальки я связала через каждые 6 петель. Не забывайте оставлять кончики нити, чтобы пришить
детальку нашу, чтобы внутри у нас получилось отверстие. Ниточку я уже заправила в иголку и будем пришивать к самому первому ряду нашей детали. Просто пришиваем первую петлю с первым столбиком, вторую петлю со вторым столбиком первого ряда, третью петлю последнего ряда с третьим столбиком первого ряда и так далее. И давайте сейчас самостоятельно пришьем все детали. В конце делаем петлю, прячем ниточку вовнутрь вязания и отрезаем ее. Все детальки я уже сшила. И вот посмотрите, как смотрится панно на деревянной палочке. И еще мне нравится тем, что можно это панно снимать с палочки и стирать. Итак, смотрите, одно ушко я уже связала и пришила, второе ушко я сейчас буду вязать вместе с вами. Делаем кольцо амигуруми и вяжем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Далее затягиваем кольцо амигуруми. И начиная с первой петли вяжем в каждую петлю по одному столбику без накида. То есть во втором ряду у нас получится также 6 столбиков без накида. Далее будем вязать третий ряд. В третьем ряду делаем 6 прибавлений, то есть в каждую петлю вяжем по 2 столбика без накида. И всего у нас получается 12 столбиков без накида в третьем ряду. Далее вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду в каждую петлю вяжем по одному столбику без накида. И всего получается 12 столбиков без накида в четвертом ряду. Дальше будем вязать пятый ряд. В пятом ряду у нас будет 18 столбиков без накида. А вяжем таким образом. В первую петлю 1 столбик без накида, во вторую петлю вяжем прибавление 2 столбика без накида. В следующую снова 1 столбик без накида, в следующую 2 столбика без накида, делая прибавление. То есть делаем прибавление через 1 столбик без накида.
Провязали. Дальше будем вязать шестой ряд. В шестом ряду будет просто 18 столбиков без накида, без прибавлений. И давайте провяжем самостоятельно. И в седьмом ряду мы также вяжем 18 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно. 7 рядов мы провязали. Дальше нам нужно ушко вывернуть на изнаночную сторону, и вот эту нить от кольца амигуруми нам нужно закрепить. Я закрепляю таким образом. Делаю узелок, затягиваю ниточку, можно еще второй сделать узелок, и потом отрезаем кончик нити, делая его короче. Поворачиваем на лицевую сторону наше ушко. И дальше будем соединять две стороны, то есть складываем ушко пополам и соединяем две стороны между собой столбиками без накида. В одну петлю одной стороны, во вторую петлю другой стороны и вяжем столбик. И так далее. Соединяем до конца. Когда две стороны ушка соединили, нить оставляем подлиннее, чтобы пришить потом ушко к панно. То есть смотрите, пришиваем ушко параллельно первому ушку. Я здесь пришиваю только за одну стенку петли. Этот шов на изнаночной стороне виден не будет. Итак, заводим иголку также под одну полупетлю, только можно в принципе и за всю петлю. Если за одну только ближнюю стенку пришивать, ушко будет немножко оттопырено. Можно пришивать за всю стенку петли, так оно более прочно будет пришито к панно. Тут уже вы решаете сами. И давайте дальше уже пришьем наше ушко самостоятельно. Равняем ушко, смотрим, чтобы оно было параллельно первому ушку и пришиваем. Ушки я пришила, вышила носик, один глазик. Теперь смотрите, когда я вышила носик, ниточку я не отрезаю, а дальше приступаю вышивать ротик. Не знаю, как здесь можно объяснить, вы просто смотрите. Здесь обязательно засовываем иглу под ниточку. В конце мы все нити подтянем еще лучше. Можно сделать это и сразу.
И ротик готов. В конце мы все ниточки подтягиваем, чтобы нити плотно прилегали к панно. Сейчас я покажу, как вышивать глаз. Глаз тоже смотрите, чтобы два глазика были параллельно друг другу. Здесь у меня получается, я отступала 4 столбика без накида и начинала вышивать глаз. Здесь также отступаю 4 столбика и также начинаю вышивать глаз. Узелок оставляем на изнаночной стороне. Немножко даже его можно оттянуть. Дальше отсчитали 7 столбиков и заводим иглу. И вот эта нить, которая у нас получилась на лицевой стороне, ее мы оставляем более расслабленную. Дальше заводим иглу в то место, где мы начинали вышивать. И будем вышивать ресницы. Нам нужно вышить реснички таким образом, чтобы они держали вот эту вот ниточку, которую мы сразу вышили первую, то есть чтобы она у нас шла дугой. Первая ресничка готова. Здесь также потом в конце мы подтянем все нити. И смотрите, как вышит первый глазик, так вышиваем и второй. Вот видите, ниточку мы держим за иголкой. Достаем. То есть получается ресничка у нас держит вот эту нить. Вот и все, глазик готов. Осталось нам все нити, которые немножко расслаблены, подтянуть, чтобы они также плотно прилегали к панно. И сейчас я буду все ниточки, которые у нас торчат на изнаночной стороне, прятать. То есть каждую ниточку я заправляю в иголку и прячу внутрь столбиков без накида. И сейчас я покажу, как я вышиваю буквы и цифры. И да, я уже здесь сделала венок. Как вязать такие цветочки для веночка, есть у меня отдельный мастер-класс. Можете его посмотреть, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Цифры, конечно, у меня с первого раза не совсем хорошо получились, но ничего страшного. Сейчас я буду вышивать дату рождения. Вышивать я буду шов, по-моему, называется назад иголкой. Ну или как-то так. Не совсем я хорошо разбираюсь в вышивании. И сразу
Я написала цифры мелком, чтобы хотя бы немножко был виден контур. И далее вот таким образом начинаю вышивать. Нить, кстати, я взяла потоньше. Если вы связали просто панно с лисичкой, без метрики, вам еще проще, не нужно вышивать. И вот у меня уже получилось полностью готовое панно. Здесь внизу я сделала 2 такие кисточки. В принципе, как делать такие кисточки, уже знает каждый. Если не знаете, то есть множество мастер-классов в интернете, можете посмотреть. Вверху я сделала как бы веревочку, просто набрала цепочку из воздушных петель и связала столбики без накида. В начале и в конце я также сделала отверстие для того, чтобы надеть эту веревочку на палочку. Длину уже регулируйте сами, кто хочет покороче, подлиннее. И еще я связала тоненькую полоску из 3 рядов столбиками без накида, чтобы к ней привязать цветы. Такое панно можно подарить по случаю рождения ребенка, либо же просто оно может украсить любую детскую комнату. Ну, а этот мастер-класс подошел к концу. Ставьте пальчик вверх, чтобы не потерять его, и для того, чтобы я знала, что все, что я делаю, это все не зря. А также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока-пока!